Всем привет! Сегодня будем готовить карельские калитки с ячневой крупой. Это открытые пирожки из пресного ржаного теста. Калитки – традиционное блюдо в Карелии и на севере России, а также в Финляндии, где они называются карельскими пирожками. Тесто для карельских пирожков может включать и пшеничную муку, но оно должно содержать не менее 50% ржаной муки, а начинкой может быть рис, ячмень или картофель. Традиционную начинку делают из ячневой крупы, замоченной в простокваше. Я в своем рецепте заменила простоквашу на кефир. В большую миску высыпаем 1 стакан крупы, заливаем 2 стаканами кефира или простокваши. Затем добавляем 2 десертные ложки топленого масла, и пол чайной ложки соли. Все перемешиваем. Посуду накрываем и убираем в холодильник на всю ночь или на 12 часов. На утро достаем начинку, она загустела, оставляем ее на столе, чтобы она прогрелась, и начнем готовить тесто для калиток. В большую миску заливаем 150 грамм кефира или простокваши или разведенную с небольшим количеством воды сметану, добавляем щепотку соли, добавляем ржаную муку, всего 350 грамм. Я засыпаю понемногу и перемешиваю сначала лопаточкой, затем руками. Добавляем 150 мл молока и замешиваем тесто, всыпая оставшуюся муку. И месим до тех пор, пока тесто не станет отлипать от рук. Под конец вместо ржаной муки я всыпаю пшеничную муку. Это примерно 100 грамм. Затем кладем его в присыпанную мукой миску и оставляем на столе на 20-30 минут. И пока приготовим смазку для калиток, смешиваем 1 яичный желток и 2 столовые ложки сметаны. Силиконовый коврик или доску присыпаем мукой. Тесто формируем в виде колбаски. И разрезаем на равные кусочки. У меня это 12 для максимально крупных калиток. Если калитки нужны меньшего размера, кусочков должно быть немного больше. Заготовки присыпаем мукой. И теперь нужно раскатать в тонкие лепешки сканцы толщиной 1-1,2 мм и диаметром в длину от 20 до 35 сантиметров. Калитки бывают разных форм. Их формируют овальными, круглыми, 4, 6, 8-угольными. Раскатываем сканец в форме, выбранной для наших калиток. У меня это вытянутая овальная форма. Калитки будут плоские эллипсы. Традиционная форма для карельской калитки. Складываем лепешечки стопкой, чтобы они не обсохли за время формирования изделия. На каждую заготовку выкладываем по 2 столовые ложки начинки, размазываем на поверхности, оставляя 1 см от края, и наносим на начинку яичную смесь. Затем края лепешки загибаем или складываем гармошкой, или защипываем. И готовую калитку кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Ставим выпекаться предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Достаем изделие из духовки и готовые, пока они еще горячие, смазываем топленым маслом. Вот такие карельские калитки с ячневой крупой получаются. Подаются они в теплом виде. И это очень сытно, очень экономично, вкусно, очень полезно, так как начинка из ячневой крупы одной из самых полезных круп. Всем приятного аппетита! Надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующих видео. Пока!